Всем здорово! Этим видео я продолжаю обозревать моды, и сегодняшний выпуск посвящен модификации Angry Birds Power Trouble. Погнали! Сам мод добавляет аж 7 новых эпизодов, 2 из которых это бонусные, а также полностью меняет все золотые яйца. Но кто же создал этот мод? Знакомьтесь, Ник Достав и Tidal. Первого, скорее всего, уже знаете, так как он засветился в моем обзоре мода Angry Birds Project R. А Tidal — это просто Tidal. Единственная информация, которую я нашел о нем, это сообщение из Discord сервера по моддингу Angry Birds. Из них можно понять, что Tidal просто помогал Нику в создании мода. Каких-либо социальных сетей Ника или того же Tidal я не нашел. В общем, довольно мутная тема. Ну да ладно, давайте уже смотреть, что же они там накошеварили. Первый эпизод мода — это дилемма разряда. По сюжету, свиномаг крадет способности у наших птиц и улетает с 3 яйцами. Птицам придется одолеть свиномага, постепенно возвращая свои способности. Эпизод состоит из 45 уровней, которые поделены на 5 страниц. В первой странице мы играем за птиц, у которых исчезли способности, а именно за Чака, Синих, Бумба и Матильду. У Реда способности не исчезли, так как их и так и не было. Можно подумать, что уровни будут скучными, ведь без способностей птиц будет не очень интересно играть. Но это не так, ведь свиномаг забрал у птиц только способности, а это значит, что Бом все так же хорошо может пробивать камень, Синий — стекло, а Чак и Матильда — дерево. Эта возможность придает уровню фановости. Ну так вот, после прохождения первой страницы уровней, Чак возвращает себе способности. После прохождения второй страницы возвращает способности уже Синие. После третьей страницы способностями начинает обладать Бомб. И наконец, на 40-м уровне Матильда возвращает себе способности. Следующие 5 уровней птицы уже с вернувшимися к ним способностями одолевают свиномага. Отдельное внимание хотелось бы уделить локациям в эпизоде. На первых 20 уровнях задники напоминают локации из оригинальной игры. На третьей странице уровней действие переходит в какой-то вырубленный лес. На четвертой странице мы находимся на аллее, а в последних 5 уровнях мы сражаемся в замке свиномага. Проблема в том, что, во-первых, эти задники иногда мыльные, во-вторых, при одолении камеры они пустые, ну и в-третьих, они тупо не вписываются в стиль игры. Второй эпизод мода — это смешивание способностей. И давайте я вам просто покажу самую первую катсцену эпизода, без контекста. Что тут происходит? Когда я впервые зашел в эпизод, я думал, что у меня температура. Оказывается, что свиномаг специально перепутал способности птиц и снова забрал их яйца. Так, на 20 уровнях эпизода игрок запускает птиц с перепутанными способностями. Но снова стоит уделить внимание тому, что свиномаг перепутал только способности птиц. Их, так скажем, пробивная способность осталась прежней. Таким образом, Чак поменялся в цвет на синий, и теперь при нажатии разделяется на 3 таких же птицы, которые хорошо пробивают дерево. Синие перекрасились в белый и получили способность Матильды, но они все так же хорошо пробивают стекло. Ред стал черным и получил способность Бомба. Бомб пожелтел, при нажатии стал ускоряться и хорошо пробивать каменные блоки. И наконец, Матильда стала таким Терренсом из-за своего размера. Эти птицы напомнили мне не вышедшую игру Rovio Angry Birds Island. Там тоже можно было совмещать персонажей. Если хотите узнать подробнее, то в выпуске по 2011 году я рассказал про эту игру. Ну так вот, на 20 уровне эпизода птицы побеждают свиномага и возвращают свои способности. Третий эпизод под названием Yolk and Pork состоит из 15 уровней. По сюжету нам приходится играть со свиней и воровать яйца. Игроку доступны обычный свин, который является аналогом Реда, маленькие свиньи, которые являются аналогом Синих, свинья с джетпаком, которая является аналогом Чака, свинья со шлемом, аналог Бомба, свинья с шаром для боулинга, аналог Матильды, свинья с клювом, аналог Хэлла, толстая свинья, аналог Терренса и свинья с шарик, аналог Бабблза. В конце оказывается, что все это время яйца были муляжами, которые сделали птицы. Четвертый эпизод, худший из обоих миров, содержит в себе 33 уровня, которые поделены довольно странным образом, но об этом позже. По сюжету эпизода свиномаг уровня способности у Хэлла, Бабблза, Стеллы и Серебрянки. Остался только Терренс, который готов защитить стаю. После первых 5 уровней способности возвращаются Хэллу, после 10 уровня Стелле, после 15 уровня Бабблзу и наконец после 20 уровня Серебрянки. Далее, следующие 3 уровня мы сражаемся со свиномагом, одолеваем его, переходим на следующий уровень и видим вот такую картину. Нет, это не монтаж, там реально нет катсцены. Почему? Ладно. В любом случае, на следующих 10 уровнях мы будем играть за оранжевого Терренса, который имеет способности Бабблза, но почему-то довольно плохо пробивает блоки, розового Хэлла, который имеет способности Стеллы, зеленого Бабблза, который имеет способности Хэлла, красную Серебрянку, который теперь хорошо пробивает любые блоки, и серую Стеллу, который имеет способности Серебрянки. На последнем уровне птица побеждает свиномага и возвращает свои способности. И пятый, последний основной эпизод, носит название Экспресс Свиномага. По его сюжету, свиньи снова крадут яйца и уезжают от птицы на Экспрессе Свиномага.
Этот эпизод состоит из 45 уровней, которые поделены на 3 страницы, по 15 уровней соответственно. На 15 уровне мы сражаемся с Капралом, а после битвы птица залезает в экспресс. Теперь действие происходит в самом экспрессе Свиномага. На 30 уровне мы все так же ведем бой против Капрала, а после победы птицы бегут за Свиномагом по крыше экспресса. Действие снова переносится на крышу экспресса, только стало светлее. Наконец, на 45 уровне эпизода птица сражается со Свиномагом, побеждает, его экспресс крушится, а Стелла куда-то убегает. Вдруг птицы начинают кричать, потому что увидели, как Свиномаг испарился у них на глазах, а также пропала Стелла. И это все. К большому сожалению, сюжет этого мода вряд ли продолжится, поскольку 21 мая 2023 года было объявлено, что мод больше не будет получать обновлений. Но совсем недавно на Angry Birds Modding Direct было объявлено, что выйдет новый мод с таким же названием, а предыдущий переименуется в Angry Birds Power Trouble Classic. В любом случае, у нас есть еще 2 бонусных эпизода. Давайте же на них посмотрим. Первый бонусный эпизод называется «Карточный кризис». В нем нет кат-сцен, и при первом заходе я немножко офигел. Да, ты сам можешь выбрать птицу, за которую будешь играть. И это еще не все. Все 30 уровней эпизода основаны на игровых наборах Metal. Да-да, те самые игровые наборы с 2012 года. Ну так вот, на уровнях можно выбрать птицу, за которую ты будешь играть. За использование нужно платить... Просто платить. Назовем это очками. Изначально даются 5 очков для каждого персонажа. При выборе Реда, Чака и Синих у вас снимается 1 очко. При выборе Бомба, Матильды или Серебрянки снимается 2 очка. А если выбрать Терренса, то все 3. И это была бы интересная механика, если бы не одно но. Так как уровни построены на основе наборов Metal, то они очень короткие. В некоторых случаях тебе даже не нужно выбирать птицу. Короче, если бы уровни были длиннее, а счетчик очков был бы общий, то я считаю, что получился бы отличный бонусный эпизод. И последний эпизод мода, сюрприз на день рождения, состоит из 15 уровней. Он использует фон эпизода Birthday Party, оригинальной игры, и скорее всего посвящен, так скажем, однолетию этого мода. По сюжету, в самый разгар праздника, Свиномаг родит яйца у птиц, они их возвращают обратно, в общем, база. Но интересно тут не это, а то, что, во-первых, на 11 уровне мы начинаем играть за нового персонажа, Руби. Мы могли видеть ее еще в Angry Birds Seasons, в эпизоде «Свиньи и поцелуи». По способностям она ничем не отличается от Реда. А во-вторых, на 14 уровне представлена, так скажем, мини-игра, в которой при помощи бомбов нужно разбрасывать шарики по такому вот большому полю. Вот и закончились эпизоды. Теперь перейдем к золотым яйцам, которые, как вы, наверное, помните, полностью изменены. Тут примерно такая же ситуация, как и с Angry Birds Project R. Есть золотые яйца, которые открываются на самих уровнях, а есть те, которые можно получить, если пройти определенный эпизод на 3 звезды. Я подумал, что если первый вариант уже предлагает нам довольно фановые уровни, то второй, так как нужно полностью пройти эпизод, должен давать нам поиграть за новых птиц, либо же давать нам более крутые уровни. В общем, давайте вместе посмотрим на эти золотые яйца. Первое яйцо дается за прохождение первого эпизода на 3 звезды. Оно имеет форму шляпы Свиномага и дает нам полноценно поиграть за Руби. Второе яйцо дается за полное прохождение второго эпизода. Сам уровень не особо отличается от обычных золотых яиц. Третье яйцо дается за полное прохождение третьего эпизода. В нем мы можем сделать Friendly Fire, и нам выдаст ошибку. Четвертое яйцо дается за прохождение на 3 звезды четвертого эпизода. Там игрок наконец-то может нормально поиздеваться над Свиномагом. И последнее яйцо дается за прохождение пятого эпизода на 3 звезды. В нем игрок снова сразится с королем свиней. Все. Да, оказывается, что золотые яйца, которые можно довольно легко собрать, намного проработаннее, чем те, над которыми нужно потеть. Из плюсов мода хотел бы выделить довольно большое количество контента и фановые уровни. Просто чтобы вы понимали, сейчас я вам покажу отрывок из своего прохождения. И после этой красоты на экране ты еще и получаешь 3 звезды. Вот тут однозначно лайк. Также хотелось бы отметить то, что декорации в последних эпизодах сделаны намного лучше, чем декорации из первых эпизодов. Это, кстати, можно считать как и плюсом, так и минусом, ведь первые эпизоды никак не изменены. Из минусов можно выделить еще отсутствие некоторых кат-сцен и довольно плохую реализацию Серебрянки. Она, как по мне, летит слишком высоко. И, что самое главное, приземляется не в точке начала петли, а где-то за ней. Также способность мешает пробивать ей блоки, поэтому я использовал ее довольно редко. Про довольно сырой первый бонусный эпизод и баги я вообще молчу. Но ни в коем случае не хочу облить грязью этот мод, просто минусы прям заметны. Я лично с нетерпением жду ремейк мода. Надеюсь, в нем все поправят. Ну а на это все. Подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск этой рубрики. Ну а пока, всем пока.